Прямо сейчас, вот буквально в эту самую минуту, миллионы людей по всему миру делают одно и то же. Страдают на работе. Ну, в каком-то смысле да. Они сидят в офисах, смотрят в свои мониторы, чувствуют, как веки просто наливаются свинцом и... И тянутся за очередной чашкой кофе. Вот именно. За пятой или седьмой чашкой люди отчаянно борются со своей собственной биологией, ну, просто чтобы не уснуть за рабочим столом в 2 часа дня. И если так вдуматься, это же поразительно. Угу, абсолютно. Ведь если посмотреть на наших предков, скажем, где-нибудь в Средиземноморье пару тысяч лет назад, то их реакция на жаркий полдень была совершенно другой. Они поступали гораздо умнее. Да, они просто бросали все свои дела, уходили в тень и ложились спать. Для них это была абсолютная норма, вопрос банального выжимания в жару. Точно. Это вообще не сбой в системе, и уж точно не признак лени. Да-да, хотя нас именно так и заставляют думать. Вот. Но это фундаментальная часть того, что делает нас, в общем-то, Homo sapiens. И наш сегодняшний разбор, наше глубокое погружение в научные данные, исторические факты и медицину сводится к одному важнейшему выводу. Биология человека не изменилась за те пару сотен лет, что мы сидим в этих наших кондиционируемых офисах. То есть это желание встроено прямо в генетический код. Именно так. И вот с этого очень хочется начинать, потому что, знаешь, самое популярное объяснение, которое я постоянно слышу от коллег. Ой, я просто слишком плотно поел, вся кровь ушла в желудок, переваривать пасту, мозгу ничего не досталось, вот и клонит в сон. Классика. Люди винят свой обед. Да, но судя по материалам, которые мы сегодня анализируем, еда тут вообще ни при чем. Но, скажем так, еда — это лишь сопутствующий фактор, но никак не первая причина. В хронобиологии есть такое четкое понятие, оно называется post-lunch dip. Послеобеденный провал. Да, провал бодрости. И чтобы перестать корить себя за то, что хочется спать, нужно понять саму механику. За наше бодрствование отвечают 2 параллельных процесса. Угу. Первый — это циркадный ритм, то есть внутренние биологические часы. Наш вид эволюционировал так, что у этого ритма есть 2 пика активности — утром и вечером, и один ярко выраженный биологический спад. Как раз днем, да, в окне где-то между часом и 3 часами дня. Совершенно верно. А второй процесс... А вот второй процесс, это, кажется, про химию мозга. Да, это так называемое гомеостатическое давление сна. Чистая нейрохимия. В мозге есть такое вещество аденозин. Его еще можно назвать молекулой усталости. Звучит как что-то, чего у меня сейчас в избытке. С того самого момента, как человек просыпается утром, этот аденозин начинает накапливаться в мозге. Он присоединяется к специальным рецепторам и тормозит нервную систему. И чем дольше длится бодрствование, тем выше его концентрация. Логично. И вот примерно в 2 часа дня эти 2 графика пересекаются, циркадный ритм идет на спад, а уровень аденозина уже достаточно высок, чтобы вызывать, такую прямо ощутимую сонливость. Ага. То есть организм работает как смартфон, знаешь, у которого заряд батареи падает до 20%, и система автоматически переходит в режим энергосбережения. Да. Экран тускнеет, фоновые процессы замедляются, и это происходит просто по внутреннему таймеру, вообще независимо от того, сколько порций макарон в него загрузили за обедом. Очень точное сравнение со смартфоном. Более того, ученые проводили лабораторные эксперименты, где испытуемые полностью пропускали и завтрак, и обед. Ого, вообще не ели. Вообще не ели. И результаты были однозначными. Этот спад бодрости, снижение концентрации, они наступали ровно по расписанию. Ничего себе! Да. Плотный обед просто добавляет организму задачу по пищеварению и слегка повышает температуру тела, что делает этот естественный режим энергосбережения еще более заметным. Тело просто биологически требует паузы. Хорошо, если этот провал настолько глубоко зашит в нашу физиологию, то возникает, знаешь, очень логичный вопрос. Как человечество вообще справлялось с ним до того, как появился вот этот стандартизованный график с 9 до 6? Они просто подстраивались. Мы же как-то строили цивилизации, пирамиды там возводили. Строили, да, но подстраиваясь под природу, а не ломая ее. Вот стоит вспомнить этимологию известного всем слова «сиеста». Оно же происходит от латинского «секста ора». 6-й час дня. Точно.
В римской системе счета времени день делился на части от рассвета до заката, и 6-й час приходился ровно на полдень. Римляне, а за ними и другие народы Средиземноморья, просто прекращали любую деятельность. Ну, понятно, в 35-градусную жару работать физически под солнцем. Это не просто изнурительно, это прямой путь к тепловому удару. Получается, сиеста исторически это вообще не про какой-то расслабленный ленивый образ жизни, как принято стереотипно считать. Вообще нет. Это жесткий механизм выживания. Люди работали утром, пережидали самое опасное пекло в тени, ну и свой биологический спад заодно. А потом продолжали работу вечером. Да, и эта культурная адаптация блестяще работала тысячелетиями. Суммарно получались те же продуктивные часы труда, но современная экономическая машина умудрилась все это сломать. Угу. В наших источниках есть очень показательный пример Испании, 2006 год. Я помню этот момент в материалах. Там вмешался Евросоюз. Да, под сильным административным давлением Евросоюза, который требовал унификации рабочих графиков. Для интеграции бизнеса, повышения эффективности, Испания официально отменила традиционную сиесту для большинства работников. И что, экономика сразу взлетела до небес? Если бы. Наоборот, ожидаемого чуда не произошло. Производительность осталась на прежнем уровне, а местами даже просела. Из-за ошибок уставших людей? Именно. А вот последствия для здоровья общества оказались пугающими. Средняя продолжительность ночного сна в стране упала до критических 6,5 часов. Подожди, а почему так произошло? Они же вроде днем перестали спать и должны были ночью больше высыпаться. А потому что директивой Брюсселя можно отменить дневной сон в офисе, но нельзя за день отменить вековые культурные традиции. То есть они продолжали жить в своем ритме. Да, испанцы продолжили ужинать поздно вечером, встречаться с друзьями после 10 и ложиться за полночь. Дневной восстановительный период исчез, а ночной не увеличился. В итоге целая нация просто погрузилась в состояние хронического недосыпа. Да уж, парадокс современности во всей красе. В попытках казаться такими эффективными машинами люди просто становятся более уставшими и больными. Угу. Но, слушай, если вернуться к практике, у многих есть скепсис по поводу дневного сна. И я понимаю, почему. Да, потому что если уснуть после обеда на часок-полтора, то пробуждение бывает просто ужасным. Состояние полного зомби, голова чугунная, соображать невозможно. Как это вообще соотносится с пользой? Этот скепсис абсолютно оправдан, если не знать законов архитектуры сна. И ответ на этот вопрос, согласно нашим данным, нашли не где-нибудь, а в аэрокосмической отрасли. В НАСА? Да. В 1995 году НАСА запустила масштабную исследовательскую программу. Они изучали усталость пилотов на трансокеанских рейсах. Ведь управление самолетом часами — это среда, где цена секундной потери концентрации... Ну да, катастрофически высока. Именно. И в рамках строго контролируемого эксперимента одному пилоту разрешали спать прямо в кабине. Прямо за штурвалом? Почти да. Пока управляет напарник. Ученые обвешали их датчиками, замеряли активность мозга, реакцию, и они вывели точную, математически выверенную формулу идеального отдыха. Так, ну не томи, какая там магическая цифра? Эта концепция получила название NASA-NAP. Идеальная продолжительность дневного сна ровно 26 минут. 26? Ровно. И эффект поразительный. Уровень бодрости и бдительности пилотов взлетал на 54%, а общая когнитивная производительность увеличивалась на 34%. Плюс 54% к бодрости за 26 минут. Слушай, это звучит мощнее, чем любой энергетик. Но почему именно 26? Почему не ровно полчаса или, 40 минут? В чем тут фокус? Все дело в стадиях сна. Первые 20-30 минут — это фаза поверхностного сна. В этот момент нервная система расслабляется, и, главное, мозг начинает активно очищать рецепторы от того самого аденозина. А молекулы усталости, про которую мы говорили? Да-да, то есть биологическое давление сна снижается. Если проснуться до наступления 30-й минуты, возникает вот это крутое чувство легкости и прилива сил. А если перешагнуть этот рубеж? Вот поспать минут 40. А вот зона от 30 до 60 минут — это зона колоссального риска.
После получаса мозг начинает погружаться в глубокий сон. Температура тела падает, мозговые волны меняются, и если будильник зазвонит на 45-й минуте, мозг испытает настоящий шок. Вот оно что. Возникает так называемая инерция сна. Это и есть то самое состояние зомби. Нервной системе нужно очень много усилий, чтобы экстренно перезапуститься. Ощущение, словно тебя физически вытащили из болота. Значит, проблема не в самом факте того, что мы днем спим, а в дозировке. Нужно ловить момент, пока мозг, скажем так, на мелководье, и не давать ему нырнуть на глубину. Абсолютно точная метафора. Либо ты спишь до 26 минут, оставаясь на поверхности, либо надо проспать полный цикл в 90 минут, пройти все фазы, чтобы снова вынырнуть в легкую стадию. Но 90 минут в офисе — это фантастика, конечно. Да, нереалистично. Поэтому 26 минут — это золотой стандарт. Окей, бодрость здесь и сейчас, улучшение реакции — это супер, но давай посмотрим на долгосрочную перспективу. Давай. Что вообще происходит с организмом? Не изнашивает ли такой рваный ритм сердца? А вот медицинские данные показывают вообще обратное. В материалах есть масштабные исследования из JAMA Internal Medicine. 6 лет ученые наблюдали за 23 тысячами взрослых людей. Выборка огромная. Очень, и цифры поражают. Регулярный короткий дневной сон снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на целых 37%. На 37%, почти на 40%. И за счет чего такой защитный эффект? За счет того, что прерывается цикл стресса. Самый сильный эффект наблюдался у работающих мужчин категории, которые постоянно в стрессе. Ну да, дедлайны, А совещания. стресс — это выброс кортизола. Гормон повышает давление, сердце бьется чаще, и со временем этот тонус микротравмирует сосуды. А короткий сон работает как рубильник. Он останавливает выработку кортизола и дает сердцу передышку. То есть это не просто глазки закрыть, это остановка износа организма на клеточном уровне. Именно. И это не только про сердце. Есть гарвардское исследование пожилых людей. Выяснилось, что такой короткий сон критически важен для памяти. Когнитивные функции. Да, он улучшает рабочую память, концентрацию. Мозг использует эти 20 минут, чтобы буквально расчистить нейронные пути от информационного мусора, который мы накопили за утро. Ученые говорят, это буквально обращает вспять когнитивное старение. Звучит волшебно, но тут я хочу включить критическое мышление. Так, давай. Если короткий сон так полезен, значит ли это, что если я буду спать днем по 2 часа, то мое сердце будет работать как часы, а мозг помолодеет на 20 лет? Логика «чем больше, тем лучше» тут работает? Ни в коем случае. Это крайне опасное заблуждение. Медики очень четко разделяют профилактический короткий сон и длительный компенсаторный. То есть, когда человек отрубается на 2 часа, это плохо? Да, если взрослого человека каждый день прям непреодолимо тянет спать по 1,5-2 часа, это маркер проблем со здоровьем. Это значит, что ночной сон нарушен. Может апноэ, может скрытое воспаление. Здоровая сиеста — это 20-30 минут в дополнение к нормальной ночи, а не попытка компенсировать бессонницу. Очень важное уточнение, спасибо. Теперь давай посмотрим глобальнее. Вот наука кричит о пользе этих 20 минут, но зайди в любой западный офис, люди сидят с красными глазами, хлещут кофе, но мышку из рук не выпускают. Культура не позволяет. Да, культура поощряет страдания, а как в Азии? Там же требования к работникам еще более жесткие, казалось бы. А на Востоке ситуация уникальная. В Японии есть практика инэмури, переводится как «присутствие во сне». Это когда человек спит в публичном месте, в метро, за рабочим столом или даже прямо на важном совещании. Уснуть на совещании, у нас за такое можно сразу собирать вещи. А там это воспринимается с уважением. Серьезно? Да, у них другая логика. Если сотрудник уснул на месте, значит, он отдал работе все силы, выложился на 100%. Физическое истощение — доказательство преданности компании. Ну и, конечно, это способ скомпенсировать их скудные 6 часов сна ночью. Поразительно. А в Китае? Я помню в материалах что-то про Китай. В Китае это традиция вуджао. Там послеобеденный сон — это не просто галочка для босса. Это право, которое поддерживается государством. Оно вписано в Конституцию как право на отдых. Ничего себе. На государственном уровне? Да. В школах после обеда выключают свет, и дети массово спят прямо на партах. И взрослые тоже. Клерки в офисах достают раскладушки, подушечки и спят, и никто на них косой не смотрит.
какой контраст. Восток прям вплетает биологию в систему. А что на Западе? Передовой бизнес все еще игнорирует данные НАСА. Начинает меняться. Но двигатель тут не забота о здоровье, а прагматичный расчет. Кремниевая долина, Google, а еще компании вроде Nike, они устанавливают специальные футуристические капсулы для сна. NapPods. О, я видела такие на фотографиях. Выглядят как космические корабли. Да, ложишься внутрь, капсула закрывается, изолирует от света и шума, играет расслабляющая музыка, а через 20 минут мягко будет вибрацией. И компании тратят на это десятки тысяч долларов. Потому что это окупается. Естественно, сотрудник после 20 минут сна принесет гораздо больше чистой прибыли, чем тот, кто 2 часа бессмысленно тупит в монитор и делает ошибки. Знаешь, врисовывается такая интересная историческая спираль. Во время индустриальной революции машины на заводах продиктовали нам искусственный ритм. Угу. Смены без права на сон сломали нашу связь с природой. А теперь высокотехнологичные капсулы за бешеные деньги искусственно возвращают нас к базовым биологическим настройкам. Ирония прогресса. Да уж. Ну, давай перейдем к практике. У большинства из нас в офисе нет капсул за 10 тысяч долларов. К сожалению. И социальный страх никуда не делся. Если я лягу спать под столом, мне вызовут скорую. Нужен понятный план действий. Как применить эту науку завтра? Инструкция очень простая. 4 шага. Первый — соблюдаем окно возможностей. Идеальное время строго между 13 и 15 часами. А позже нельзя? Нет. Если поспать часов в 5 вечера, перебьешь вечернюю усталость и заработаешь бессонницу. Окей, ловим правильное время. Дальше. Второй шаг — жесткий тайминг. Будильник на 20, максимум 26 минут. Мы помним, что зона от 30 до 60 минут под строгим запретом. Лучше 15 минут, чем 45 и проснуться разбитым. Понятно. А третий шаг — локация. Где спать-то? Изобретательность в помощь. Своя машина на парковке, откинул сиденье и супер. Если машины нет, пустая переговорная, тихое кресло в углу кафе. Главное — минимизировать свет и шум, маска на глаза и беруши творят чудеса. А если я лягу, заведу будильник и просто буду нервничать, что не могу уснуть? Время-то тикает? Вот, важный нюанс. Не нужно заставлять себя спать. Даже если просто лежать с закрытыми глазами 20 минут в темноте, нервная система все равно получает колоссальную разгрузку. Успокоил. А то этот стресс «надо быстро уснуть» хуже всего. Да, просто расслабьтесь. А теперь 4-й шаг, тот самый лайфхак. О да, непучино. Звучит как кофейный десерт из меню. Выпить чашку кофе прямо перед тем, как лечь спать. Разве это не самосаботаж? Зачем пить стимулятор перед сном? Звучит парадоксально, согласен. Но это чистейший биохакинг. Дело в том, что кофеин начинает действовать не в ту же секунду. Ему нужно минут 20-25, чтобы всосаться в кровь и добраться до мозга. Подожди. То есть это время идеально совпадает с нашим правилом 26 минут. В яблочко мозг за 20 минут сна естественным образом очищает рецепторы от аденозина. Они становятся свободными, и ровно в момент, когда звонит будильник, молекулы кофеина добираются до мозга. Ого! Они занимают свежие рецепторы, не встречая сопротивления. Эффект удваивается. Естественная бодрость от сна плюс 100% эффект кофеина. Это превосходит и просто сон, и просто кофе по отдельности. Это просто гениально. И знаешь, это заставляет вообще иначе посмотреть на наш привычный рабочий день. Да, безусловно. Мы сегодня начали с римской сиесты, которая спасала в жару, разобрали биологию этого провала, который наступает даже на голодный желудок, узнали про НАСА их 26 минут. И про сердце не забываем. Да, защита сердца от стресса, плюс японские инэмурия и вот этот потрясающий трюк с Напутина. Вывод же напрашивается сам собой. Заливать усталость литрами кофе, игнорируя физиологию, это проигрышная стратегия. Мы просто вредим и сердцу, и мозгу. И это на самом деле поднимает еще более важный вопрос. Такую философскую мысль. Так, интересно. Мы ведь потратили все последние столетия на то, чтобы втиснуть человеческое тело в рамки фабричных расписаний. Нас заставили поверить, что отдых днем — это слабость. Но если сегодня гиганты рынка понимают, что 26 минут сна приносят больше прибыли, чем принудительное сидение над таблицами, То что-то меняется. да?
Возможно, следующая великая революция в продуктивности будет связана не с искусственным интеллектом. Она будет связана с тем, что мы переосмыслим социальную систему и вернемся к настройкам нашего ДНК. И возникает логичный вопрос, какие еще биологические ритмы мы подавляем каждый божий день просто потому, что так принято в нашей культуре? Очень сильная мысль. Если раньше уход в тень был вопросом физического выживания, то сегодня эти 20 минут тишины — это вопрос выживания нашего разума в этом бесконечном шуме. Было бы здорово завтра после обеда, когда внутренние часы подадут этот сигнал усталости, просто найти тихое место, поставить будильник на 26 минут и проверить эту биологическую магию на себе. Обязательно попробуйте. На этом наш сегодняшний разбор науки о дневном сне завершается. До скорой встречи!